Россия уже направила на войну против Украины 85% своих вооруженных сил. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника Министерства обороны США. Те же цифры приводит Fox News, а глава британской разведки Ми-6 и вовсе заявил, что Россия вот-вот, цитата, «выдохнется в Украине, и войскам придется сделать паузу в наступлении». Тем не менее, самое непостоянное за эти 150 дней войны – цель России в ее нападении в Украину. От денацификации, демилитаризации Украины, которая якобы сама, по утверждению официальных лиц, готовила нападение на Россию и вообще создавала биологическое оружие, к защите народа Донбасса. Сейчас и последнее поменялось. На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что географические задачи так называемой спецоперации, как это принято называть среди властей России, расширились. Теперь будут освобождать не только самопровозглашенные ДНР и ЛНР, но и другие территории. А я напомню, что российские военные уже оккупировали часть Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой областей. Луганщина захвачена полностью. Но можем ли мы говорить об исторических целях этой войны? Чего добиваются вообще российские власти в долгосрочной, что ли, перспективе? И как это скажется на развитии страны в целом? Очень хочется понять. Об этом мы спросим политолога Кирилла Рогова, который прямо сейчас присоединяется к нашему эфиру. Кирилл, здравствуйте. Добрый вечер. Вы написали большой текст как раз об этих исторических планах Путина в нынешней войне. Спрошу вас просто, зачем все это было нужно? Да, действительно, эта война выглядит достаточно абсурдной. Это широкомасштабная война против очень близкого России народа. У ее объяснение ее целей совершенно невнятные и противоречащие друг другу. Они, в них нельзя верить, исходя из здравого смысла. И война при этом наносит огромный моральный, политический, экономический ущерб России. В чем дело, в чем задача? И, собственно говоря, ответ на этот вопрос формулируется так, что для Кремля, для Путина и его окружения, Путина и его окружения, это не Украина, а Россия. Война должна рассорить, категорически, фундаментально рассорить Россию с Западом и возвести стену и ров между Россией и Западом, разорвать многочисленные связи, формировавшиеся десятилетия между Россией и Западом, и как бы отторгнуть Россию от Запада, от Европы, переместить ее в большей степени в Азию, сделать ее такой азиатской страной, не связанной с Европой. Это похоже на то, что пытались сделать большевики в прошлом веке, в 20 веке, когда они на несколько десятилетий отрезали Россию от Запада и сделали из России такой антизапад. Пытались сделать антизапад. Эта концепция провалилась, но, как известно, Владимир Путин мечтает вернуться в Советский Союз, и теперь он возвращается в него вот таким способом, вновь воздвигая железную стену между Россией и Западом, вновь превращая Россию в антизапад, в страну, которая атакует Запад и все время готовится к войне с Западом. И это его новая модель возвращения в прошлое и попытка изменить тот исторический трек, потому что примерно с 80-х годов 20 века Россия в общем и целом при всех там изгибах, неправильностях, но ориентировалась на какую-то такую околозападную модель развития и политического, и экономического. И что важно здесь понимать, что предстоящие десятилетия в истории человечества, их главным сюжетом будет такое историческое противостояние, соперничество двух капитализмов, не капитализма и социализма, как это было в прошлом веке, а двух капитализмов, либерального и антилиберального капитализма. Либеральный капитализм — это будет коалиция Запада, антилиберальный капитализм, эту коалицию будет возглавлять Китай. Война — это попытка однозначно поместить Россию вот в эту антилиберальную коалицию и представить ее как такую атакующую крепость этой антилиберальной коалиции, что совсем не соответствует историческому, что ли, предназначению, историческому треку России, которая... А как вы вообще можно определить? Потому что такое ощущение, что мы движемся на Запад каждый раз и каждый раз разворачиваемся. Да, это так и есть. И Россия, она как бы в течение последних веков, Россия — это такой полузапад, это полуевропа, но когда ты смотришь на нее из Европы, она выглядит таким недоделанным Западом, недоделанной Европой. Но как только вы смотрите на Россию из Азии, вы понимаете, что она в гораздо большей степени Европа, чем что бы то ни было еще.
Но так или иначе ее место где-то между, где-то вот в этой зоне пола Европы, периферии Европы. Но усилия Владимира Путина, усилия его группировки заключаются именно в том, чтобы позиционировать Россию как однозначно что-то не связанное с Западом, противопоставленное Западу, принадлежащее Азии, похожее на азиатские традиционалистские общества, консервативные, патерналистские, такие иерархические. Вот, и война должна порвать эту связь с Западом, сделать ее, криминализовать эту связь, сделать ее невозможной. И причем война является таким сильным средством, что Запад сам становится соучастником этого дела девестернизации России, которым занят Владимир Путин. Запад обижен на Россию, Запад видит Россию как ужасного захватчика, тоже рвет с ней связи. И в этом смысле Путин и Запад работают в одном направлении, в этой идеологии девестернизации России, в таком историческом усилии отрыва ее от Запада. Кирилл, а вы наблюдаете, вот как общество само по себе российское, понимаю, что такая большая, как оно замыкается само на себе и принимает, что ли, этот путь, эту изоляцию? Страна — это как бы такой баланс между разными этими частями, но политики, некоторые политики, особенно авторитарные политики, они пытаются одну часть как бы уничтожить, подавить ее потенциал, как будто ее нету, и вытащить вторую часть как основную, как единственное, что представляет страну. Вот этим занимаются диктатуры, этим занимаются авторитарные режимы, и этим занимается война. И война — это такое средство, которое вытаскивает вот эту вот агрессию, злобу, эту настроенность на идеологию силы, эту безразличие к человеческой жизни. Все худшее, что есть в обществе, она вытаскивает вверх и тянет его как бы, и представляет общество как вот, что это и есть общество. Но мы с вами знаем, наблюдая там в течение долгого времени российское общество, что оно разное, у него есть разные стороны и разные группы, которые его представляют. Авторитаризм и война как средство авторитаризма — это попытка выдать одну часть общества за все общество, подавив другую его часть и другой его потенциал. Что, мы должны видеть вот это усилие, эту попытку Путина искусственно представить одну из как бы сторон России, как всю Россию. И должны понимать, что это его задача. И должны понимать, что задача отрыва России от Запада — это его диктаторский проект, это его идея главная, это его цель. И Запад совершенно не заинтересован в успехе этого проекта. Спасибо. Это был политолог Кирилл Рогов со своим рассказом о том, как эта война максимально отделяет Россию от Запада и о диктаторском проекте Владимира Путина. Мы идем дальше.